На следующем этапе перед набивкой вагонки необходимо набить горизонтальные планки толщиной 2 см, шириной 5 и вывести все по уровню, чтобы была вагонка строго вертикально. Для лучшего выравнивания профилей я воспользуюсь такими профилями ES. Или можно использовать деревянные подкладки, но это дольше. Так же как и при штукатурке стен, нам понадобятся шурупы и веревочка, либо какая-нибудь нитка. Сначала с помощью уровня рисуем на стене строго вертикальную полосу. И по этой полосе прикручиваем на горизонтальную обрешетку шурупы длиной 5 см. Теперь на эти шурупы прикладываем правило и уровень. И закручиваем все шурупы так, чтобы была строгая вертикаль. После этого прикручиваем такие же шурупы на противоположной стороне стены. Теперь прикручиваем возле этого шурупа шуруп побольше, строго напротив. И на эти головки шурупов натягиваем небольшой шнур или веревку. Теперь на расстоянии 50-60 см друг от друга прикручиваем профиля ES на горизонтальный деревянный профиль. По длине я поставил еще один промежуточный шуруп, для того, чтобы в него упирался второй край деревянного профиля. Теперь снимаем шнур. Прикладываем по рейке правило или уровень и прикручиваем промежуточное крепление ES. Теперь можно приложить правило к этой рейке и проверить ее ровность. Как видите, все плотно и зазора между правилом и рейкой нет. Осталось загнуть концы профиля ES и продолжить монтаж реек по всей стене. Здесь внизу, возле счетчика, я сделаю ревизионный лючок, который позволит открыть, заменить счетчик или же взять показания. Бывают случаи, когда расстояние до горизонтальной планки и пола очень маленькое. Сюда не вмещается шуруповерт, поэтому я советую запастись маленькой электроотверткой, которая хорошо справляется с такой задачей по прикручиванию шурупчиков в труднодоступных местах. Необходимо сформировать крепление для лючка ревизии. Две рейки можно скрутить с помощью такой вставки или же согнуть ее, при этом прикрутив сбоку. Теперь отмеряем 25 сантиметров и прикручиваем следующую горизонтальную рейку. Вот такой получился каркас для ревизионного лючка счетчика. Для верхней рейки я буду использовать обычные деревянные подкладки, сделанные из кусочков этой же планочки. Стена завалена и вверху самый минимальный зазор, поэтому обойдемся маленькими проставками. Проставки я делаю с помощью обычного ножа.
или остро-самецкий молоточка и кусочка. В конечном итоге у меня получилась такая обрешетка из деревянных планок для обшивки деревянной вагонкой. Все углы выведены строго по вертикали. Есть место для лючка ревизии счетчика. И все стены идеальны. На следующем этапе будем нашивать деревянную вагонку. Моя вагонка имеет длину 3 метра, потому что высота потолков у меня 2,75. Вагонка сосновая. Она имеет большую плотность по сравнению с еловой. И, конечно, больше сучков, ну, это сказывается на ее плотности. Свежекупленная деревянная вагонка должна пролежать примерно сутки в том помещении, в котором вы будете ее нашивать на стены. Но у меня она пролежала почти неделю, пока я делал остальные стены и потолок. Поэтому уже можно работать. Для крепления деревянной вагонки к каркасу можно использовать обычные гвоздики или же кляймеры. Кляймеры имеют такой внешний вид, может быть немножечко толще или тоньше, и также их крепят с помощью гвоздиков или маленьких шурупов. В комплекте к кляймерам идут маленькие гвоздики. Все хорошо, но их забивать тяжело, поэтому я воспользуюсь обычными шурупами такого же размера, которые хорошо зафиксируют вагонку, и затем в случае необходимости можно будет также легко демонтировать эти кляймеры и вагонку. Для того, чтобы головка шурупа не мешала вагонке стыковки, на кляймере есть центральное отверстие, в котором выполнена ямка под головку. То есть она заходит за подлицо и, не мешая следующей вагонке, сходить на свое место. Пилить вагонку я буду с помощью электролобзика и ножовочного полотна с прямым зубом, для того, чтобы не было заусениц и сколов. В начале работы необходимо разобрать пачки с вагонкой и выбрать самые красивые и бракованные. Красивые пойдут в самые видные места, а бракованные на откосы дверей и окон, а также места за шкафами и кроватями. Моя вагонка первого сорта, поэтому в ней нет дырок от сучков. Сучки более-менее поверхностные, дерево белое, и это наиболее подходящий и экономный вариант из всех. Начинать обшивку стен вагонкой необходимо, как и кафелем, с углов. Это самое видное место, поэтому оно должно быть строго вертикальное. Замеряем расстояние от пола до стен и отрезаем вагонку минус 1 см. Для распила я буду использовать электролобзик с обычным металлическим столом, поэтому он может оставить следы на деревянной светлой вагонке. Я рекомендую обклеить эту часть с помощью обычного малярного или канцелярского скотча. С таким покрытием металл уже не оставит окислы на вагонке. В первую очередь необходимо выставить строго по вертикальному уровню первые две рейки, потому что все остальные будут плясать от них. А для того, чтобы закрепить их в углу, я воспользуюсь обычными маленькими гвоздиками. Вот такие гвоздики вполне подойдут для крепления первых планок. Вот первая рейка установлена строго по вертикали, и можно закреплять с другой стороны ее кляймерами. Головка на шурупе кляймера должна хорошо зайти в свой паз, чтобы не мешала следующей рейке войти сюда. И прикручиваем сразу вторую доску на углу. Когда угловые доски прибиты, можно продолжить обшивать две стены вагонкой. Через каждые 5-6 реек проверяйте строго вертикаль, потому что она может уйти в сторону. Теперь необходимо сделать вырез под смотровой лючок счетчика.
Дальше необходимо сделать следующую рейку немного короче, а также нашить кусочек нижней части будущего лючка. Вот технологическое отверстие для лючка готово. Лючок поставим потом, а сейчас продолжим обшивку стен вагонкой. Если вы заметили, что ряд вагонки немного отклоняется от идеальной вертикали, необходимо слегка не добивать ту сторону, которая наклонилась. И так примерно за 3-4 вагонки у вас снова будет правильная вертикаль. Вот на таком примере здесь вагонка до конца забита и здесь. Если мы слегка эту вагонку не добьем, примерно на 2 мм, это ничего не изменит, но сделает правильным вертикаль. На следующем этапе необходимо обшить окно по кругу, а затем мы будем делать оконный откос также из деревянной вагонки. На небольших участках также проверяем строгую вертикаль, потому что чем короче планка, тем проще завалить вертикаль и будет неровно. На следующем этапе необходимо установить подрезетник и розетку в дерево. Я для этого использую подрезетники для гипсокартона. Они имеют поджимные усики, которые зафиксируют коробку в дереве. Для этого воспользуемся коронкой для дерева и гипсокартона диаметром 64 мм. И вставляю на свое место второй подрезетник. Теперь необходимо зажать вот эти поджимные усики. Для этого берем отвертку и просто закручиваем этот шуруп. Вот, две розетки на своем месте, осталось только их проверить. Теперь осталось установить последнюю вагонку в углу между стеной и вагонкой. Для этого я воспользуюсь рулеткой, карандашом. Необходимо точно вымерить расстояние внизу, по центру и вверху. И рисуем прямую линию с помощью любого уровня или правила. Если у вас не получится запихнуть одну, то снимаем последнюю вагонку, вставляем ее и затем закрепляем гвоздиками в конце. После фиксации последней полосы берем маленькие гвозди, просверливаем в краешке вагонки небольшие дырочки и прибиваем последнюю вагонку к обрешетке. Я заранее сделал метки нахождения профилей обрешетки, поэтому прибивать мне уже без проблем, я попадаю строго в них. Вот так получилось у меня закрепить последнюю деревянную вагонку. И здесь даже не нужен никакой уголок. Когда наклеятся обои, толщина немножечко увеличится и тем самым перекроет полностью щель. Вот такая получилась стыковка стены и вагонки без зазоров. Есть небольшой зазор, и этого вполне будет достаточно. Теперь необходимо оформить нижний короб для батареи. Прикручиваем на стену по периметру короба такой брус, для того чтобы фиксировалась ответная часть вагонки.
того, чтобы стена не грелась и меньше тепла уходило в стену, а больше от батареи сюда, необходимо использовать такой пенофол. Он прошивается сзади батареи. И набиваем на него рейки толщиной 1,5 см для фиксации вагонки. Я стараюсь, чтобы эта волна совпадала с этой, и все было однообразно. Каждую рейку необходимо замерять индивидуально, потому что длина может немножко отличаться. Этот кусочек был бракованный, я его обрезал, и вот он пригодился. Вот нижняя часть закончена, теперь переходим на боковую сторону короба для батареи. Здесь так же самое делаем. Набиваем рейку, которая уже есть на стене, и через маленькое отверстие крепим к этому профилю. А снизу и сверху будут гвоздики. После этого можно прицепить к обшивке пространство на стене за батареей. Вот так выглядит батарея в своем коробе. На следующем этапе мы будем устанавливать ревизионный люк на проем счетчика для воды. Снимаем дверцу завесу, слегка поджав. И вот рамка здесь. Необходимо закрепить в первую очередь рамку, так, чтобы она не перекосилась. Для крепления лючка берем все те же клеймеры и маленькие шурупы. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотри видео о том, как сделать ремонт в детской спальной комнате. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.